Что объединяет Lexus, Infiniti и Acura? Правильно, все они премиум-бренды при давно известных и ценимых марках автомобилей. Чем могут ответить другие производители, например, французские? Это DS3 Crossback – новый премиальный компактный кроссовер от компании PSA, которая недавно превратилась в автогиганта Stellantis. Редко выпадает возможность протестировать автомобиль от нового бренда, и мы с нетерпением ждали этот тест. Самые близкие родственники DS3 Crossback – это Peugeot 2008 и Opel Mokka. Они построены на единой платформе CMP. DS3 Crossback принадлежит к сегменту BSUV. Основными конкурентами являются Audi Q2 или Mini Countryman. Но ввиду ограниченности рынка сюда можно добавить Mazda CX-30, которая хоть и не использует слово премиум, но вполне удачно конкурирует в этом сегменте, или Toyota CHR, которая сильна своими гибридными версиями. При этом эти конкуренты больше, чем DS3 Crossback, и уже замахиваются на сегмент C-SUV. Мы тестируем автомобиль по дороге из Киева в Канев, посмотрим на Днепр с Тарасовой горы, место, где 160 лет назад был похоронен Тарас Шевченко. У нас на тест-драйве компактный кроссовер с передним приводом и 8-ступенчатой коробкой передач. У автомобиля бензиновый, турбированный, трехцилиндровый двигатель объемом 1,2 литра, мощностью 130 лошадиных сил. И наша комплектация называется Performance Line Plus. Вообще же в арсенале у DS3 Crossback имеются еще вариант с дизельным двигателем или же с бензиновым двигателем, но более мощным, на 155 лошадиных сил. Еще в Украине ждут появления DS3 E-Tense, полностью электрического кроссовера. Но это уже совсем другая история. Автомобиль пропагандирует французский стиль, поэтому давайте начнем с экстерьера. Французы понимают, что стиль в этом сегменте – это главное, на что обращают внимание покупатели, поэтому они постарались сделать максимум, чтобы поразить с первого взгляда именно дизайном. В фаз DS3 Crossback выглядит впечатляюще. Автомобиль как будто одет в шлем римского воина. Эффектно смотрится огромная черная решетка радиатора, на которой красуется логотип DS, уже привычный в Париже, но все еще редкий в наших краях. Здесь стоят матричные светодиодные фары, у них волнистая линия сверху, и они выглядят круто. Матричные фары состоят из 3 поворотных модулей ближнего света и еще одного модуля для движения. В них стоят 15 автономных огней, которые включаются и затухают автоматически. Когда камера на верхней части лобового стекла фиксирует попутные и встречные автомобили, эти матричные фары как бы вырезают эти авто из светового потока, не слепя водителей. Заметные фишки экстерьера – это выдвигающиеся ручки дверей, которые практически не встречаются в этом классе. Есть система бесключевого доступа, то есть когда вы подходите к автомобилю на 1,5 метра, они выдвигаются автоматически. Вторая фишка – это оконная линия на задних дверях, которая уходит вверх возле средней стойки. Напишите в комментариях, как вам это решение. DS3 Crossback – автомобиль небольшой и легкий. Он весит всего 1205 кг. Длина составляет 4118 мм, ширина 1791 мм, высота 1534 мм. Клиренс у автомобиля 180 мм, норм, но тестировать бездорожье мы не будем, поскольку здесь нет системы полного привода. Зато есть красивые черные легкосплавные диски 18 диаметра. Сзади DS3 Crossback выглядит не менее эффектно. Светодиодные 3D-фонари соединены полоской с надписью Crossback, а справа внизу располагается двойная хромированная выхлопная труба. Объем багажника составляет 350 литров, этого вполне достаточно. Электропривода открытия багажника нет, и что лично мне очень неудобно, я не могу нормально ухватиться за вот эти вот углубления. Для того, чтобы закрыть крышку багажника, мне нужно тянуться на самый верх. Эффектный внешний вид DS3 Crossback сочетается с таким же эффектным и неординарным интерьером. Когда вы попадаете внутрь автомобиля, вы видите перед собой необычную композицию из ромбов. Обратите внимание, что на передней панели кнопки не физические, а сенсорные. При нажатии они не утопают и не щелкают. Единственные физические кнопки здесь – это аварийка и кнопка выключения мультимедиа. За рулем расположена приятная для глаз и информативная цифровая панель приборов.
В нашей версии стоит дисплей диаметром 10,3 дюйма, который также декорирован электронными ромбами. Дефлекторы обдува вынесли на двери, а вот кнопки управления стеклоподъемниками решили вынести на центральную консоль. В салоне очень уютно, частично кресло, двери и передняя панель обиты алькантарой. Это искусственная замша, которая создает атмосферу такую домашнюю и теплую. Мне очень нравится. Передние сиденья регулируются механически, у них хорошая боковая поддержка и трехуровневый подогрев. Зеркала заднего вида с LED-подсветкой, подогревом и автоматически складываются. Есть камера заднего вида. Что касается пространства, то впереди довольно просторно для пассажиров. Есть 2 подстаканника, место для беспроводной зарядки телефона и 2 USB. Здесь нестандартные карты дверей. Ручка расположена высоко, и дверь все время хочется закрыть, потянув за нишу для бутылок. Пространство в центральном подлокотнике небольшое, зато просто огромный перчаточный ящик. Пространства на втором ряду вполне достаточно, однако помните ту изогнутую линию окон снаружи? Вот она, за счет нее и без того не очень большие задние окна кажутся еще меньше. Этот автомобиль хорош как в городе, так и на трассе. Он быстро реагирует на движение рулем, у него прекрасный двигатель, экономный и в то же время шустрый. У этого турбированного мотора хорошая отдача, и его мощности 130 лошадиных сил вполне достаточно, чтобы этот кроссовер легко и уверенно разгонялся. Автомобиль легче основных конкурентов, поэтому он набирает скорость легко и непринужденно. Заявленный разгон до сотни составляет 9,2 секунды. У той же Mazda CX-30 при 150 лошадиных силах разгон занимает 10,4 секунды. Мне было очень интересно протестировать автомобиль с двигателем такого небольшого объема, но таким мощным. Как работает турбированный мотор? Через специальные трубы часть выхлопных газов подается на лопасти турбины. Дальше турбина заставляет вращаться вентилятор компрессора, который подает в цилиндры под давлением большое количество воздуха. Топливо сгорает быстрее и увеличивается мощность двигателя. Какие есть плюсы у турбированных двигателей? Они экологичнее, топливо сгорает почти полностью, они тише и они более мощные. Есть 3 режима езды – эко, нормал и спорт. Они влияют на настройки коробки передач, двигателя и руля. В режиме спорт рулевое колесо становится тяжелее, автомобиль острее реагирует на его повороты, коробка передач переключается быстрее, а когда вы нажимаете на педаль газа, автомобиль быстрее набирает скорость. Поэтому, если вы хотите наилучшей отдачи от двигателя, включайте режим спорт. А если же вы хотите сэкономить, пожалуйста, для вас режим эко, в котором автомобиль движется плавно. Неровности дороги вполне по плечу этому небольшому кроссоверу. Большим колесам не страшны ямы, однако подвеска, на мой взгляд, жестковата. На передней оси здесь установлена подвеска Макферсон, а сзади стоит торсионная балка. Есть адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и система экстренного торможения. Плюс есть активная система контроля слепых зон. То есть автомобиль не просто предупреждает вас о наличии другого авто в слепой зоне, а еще и подруливает, отводя от опасности. Заявленный расход топлива УДС в городе составляет 7,4 литра на 100 километров, на трассе 5,3 литра, а в смешанном цикле 6,1 литра. У нас же получилось на данный момент 6,7 литров, проехали мы 500 километров, и из тех негибридных двигателей, которые я тестировала, это самый лучший результат. В Украине DS3 Crossback с бензиновыми моторами продается сейчас в 2 комплектациях. Стоимость автомобиля с двигателем на 130 лошадиных сил 696 тысяч гривен – это 25 500 долларов. Стоимость авто с двигателем на 155 лошадиных сил – 814 тысяч – это 29 900 долларов.
У нас на тесте автомобиль в исполнении Performance Line Plus стоимостью $26 000, который прибыл в Украину в лимитированном количестве. В целом DS3 Crossback очень достойный автомобиль, и он мне понравился. Да, у него есть некоторые недостатки, небольшие задние окна, мне сложно закрывать багажник, и меню для меня такое же сложное, как французский язык. Но в то же время у него очень много достоинств. Это большие красивые колеса, которые позволяют не бояться наших украинских дорог. Это классные современные матричные фары, это небольшой расход бензина, это стоимость ниже, чем должен стоить автомобиль такого уровня. Но главное его достоинство – это эксклюзивность. В Украине продажи DS только набирают обороты, поэтому вы удивите своих соседей и друзей неординарной машиной. Его стиль внутри и снаружи – главный аргумент. В рекламе DS изображается на фоне Лувра, и не зря. У него действительно есть французский шарм. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите, понравился ли вам автомобиль, и удачи!